Изолента Лайф. Добрый вечер, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас вечерняя изолента, и у нас сегодня первый гость Станислав Крапивник, а мы с Петром сейчас будем его внимательно слушать. Станислав, я думаю, сам про себя расскажет. Но мы будем и расспрашивать тоже, конечно. Ну, расспрашивать будем, да, но для начала слушать. Я просто в качестве анонса скажу, что у нас сегодня много очень интересных гостей. У нас и наш любимый Алексей Маслов будет, китаист, кто он, директор сейчас Института стран Азии и Африки, и заявленные на обложке прекрасные дамы. Но сейчас у нас гость уникальный, супер интересный. Станислав, давайте, может быть, пару слов о себе, чтобы люди поняли, кто вы такой. Спасибо. Здравствуйте. Родом я с Луганска. В детстве потом переехали в Харьков, и отец мой был диссидентом. В 1979 году уехали в Америку. Я там вырос. Мне было 7,5 лет, когда мы уехали. Вырос в Америке, закончил институт там, поступил в армию, отслужил офицером. 11 лет отслужил в американской армии. На разных миссиях принимал участие, был танкистом, офицер-танкистом, потом офицер-пехотником. В 2004 году отказался от майорского звания, ушел на политической почве, потому что надоело готовить войну против своего родного народа, русского, и пошел в снабжение, закончил MBA в снабжении и начал работать в нефти и газе. И в 2010 году с супругой, с детьми, сама супруга из Тбилиси, где мы познакомились, когда я был военно-советником там, и вернулись на родину, историческую родину, и тут последние 12 лет проживаем. Да. Слушайте, сразу столько вопросов к вам, что я бы сразу хотел начать с первого. А давайте, может быть, мы сразу попробуем договориться, что вы к нам еще придете. А то мы сейчас на полчаса всего договорились. Да, Трофим, пожалуйста, извини. Нет, я услышал фразу, которая меня очень заинтересовала. Надоело готовить войну против своего родного народа. И вот хотелось бы ее чуть-чуть расшифровать, если можно. Что конкретно вы под этим имеете в виду? Хорошо. Вначале, как офицер в американской армии, чтобы понять, офицеры проводят 2/3 своего времени на разных штабах. Только где-то от 5 до 8 лет проводится в команде, а все остальное время в штабах. Очень любят штабное дело. Чем что я еще владел русским языком, конечно, у меня были более интересные задачи. Но часть всего этого я провел в штабе, тыловой штаб 82-й десантной дивизии, 18-й корпус воздушно-десантный корпус. В этом входит 82-я десантная дивизия, 101-я вертолетно-десантная дивизия, 10-я горная дивизия и 6-я механизированная дивизия. Вот это первые, которые должны во все вступать из военных сил именно армии. Так как я был на штабе в G3, G3 это та организация, которая планирует и выполняет оперативную часть миссии. Мы готовились, все время готовили войну против русских войск. Понятно, это было против России. Единственное исключение, это было 4-6 месяцев до начала войны с Ираком, вторая война. Когда мы готовились на наступление на Багдад, все это распланировалось, проводили разные игры по этому поводу, военные игры, так, симуляции. Так, все время готовились против русской армии. Не китайской там структура, всегда была русская армия. Менялось обстоятельства этой планировки, скажем, там, то в пустыне, то на равнине, где-то в степь. Всегда, конечно, структура была именно против русской армии. Скажите, пожалуйста, а вот, например, в период, когда отношения между Россией и США были, хорошие, да, начиная, допустим, с 91-го по, условно, 95-й год, тоже готовились против русской армии воевать? Абсолютно. То есть Я ушел со штаба,
в 2003 году. Последние 1,5 года я отслужил инструктором в академии в Форт Брэгг для рядовых и сержантов, которые хотели стать офицерами. Ну, до этого, да, до 2003 года мы только планировали в первую очередь войну с Россией. То есть, несмотря на то, что у друга Бориса был друг Билл, и они вместе радовались, все равно, в общем, никто не питал никаких иллюзий в Соединенных Штатах по поводу будущего России как противника. Да? Ну, армия всегда готовилась именно на войну с Россией. А то, что политики, ну, я думаю, политики больше рассчитывали в 90-х, то, что Россия просто сама с собой покончит, и не нужно будет к этому доходить. Ну, все равно, конечно, НАТО двигалось на восток, подготавливалась к этому. А так, да, армия, ну, конечно, части на уровне батальона и вот бригады, они служили вначале в Афганистане, то в параллель в Ираке. Ну, на уровне штаба, уже вот на уровне корпуса, дивизии, все равно подготовка шла, ну, только в одну сторону в этом деле. Угу. Ну, не могу не спросить, а как вы, ну, вот с вашей точки зрения, я не знаю, в общих чертах оцениваете вот сегодняшнюю военную операцию России против Украины? Насколько, с вашей точки зрения, она идет профессионально, успешно? Какие перспективы у российской армии, у украинской? Ну, как раз я ответил то же самое на своем блоге где-то неделю назад. Многие спрашивают, я знаю, многие тут в панике, потому что, я не знаю, рассчитывают то, что должны были уже перепрыгнуть к Львову за неделю. А в моем мнении, и то, что меня учили, вообще-то оно идет великолепно. Реально говоря, против противника на обороне нормальное превосходство должно быть 3-1 боевых сил. Именно если лобовая такая атака идет, пробиться через этот оборон и прорваться. Считая то, что это укрепрайоны в Донбассе, в первую очередь, считается нормальной теорией от 5 до 7 на 1. Это то, что народные милиции смогли продвинуться и в ключевых местах продвинуться с первого дня, но я не думаю, что у них превосходство было больше, чем 2 на 1. И Россия тем, что оно двигается мобильно, оно держит противника в паралисе. Ну вот, например, понятно сразу же с Одессой. Нет никакого смысла десанта высаживать в Одессу, когда можно двигаться вверх-вниз по побережью и целую дивизию украинской армии держать на месте. Она боится двигаться. Отматывается, утомление вступает, потому что они все время бегают с одного края до другого, все время должны быть готовы. А то десант может десантировать там где угодно. Но они не знают где, но они должны все покрывать. И вот так вот выматывать всю силу из противника. А в остальном, ну, то, что все равно продвижение, даже где сильная оборона, все равно видно продвижение от 1 до 8 километров, это очень хорошо. Нормально, когда врываешься в оборонную позицию, если можешь продвинуться полкилометра, километр в день против противника, который готов, который может отступать на следующие ряды обороны, ну, это вообще прекрасно. А тут не полкилометра, не 1 километр, до 8, в этом 10 километров, это уже прорывы. Это когда уже противник просто бежит и пытается создать новую оборону. Оборонные точки. Так что да, это, я бы сказал, очень хорошо. Еще вопрос, ну, вопросов масса. Ну, давайте возьмем тему, например, какую-нибудь. Вот, например, недавно был удар по, ну, довольно успешный для российской армии, удар по военной базе, по Яворовскому полигону, где находились вот этот сборные пункты, тренировочные пункты иностранных наемников. Вообще наемники. Вы в армии, когда служили, вы с наемниками имеете дело? Имели ли дело? Что это за люди? Вот многие говорят, что это либо бывшие, либо действующие, но взявшие, там, так сказать, отпуск военнослужащие стран НАТО. Вы можете как-то вот приоткрыть глаза, что это за публика такая? Вот эти наемники, какова их роль в подобных конфликтах? И являются ли они действительно, ну, каким-то источником информации, либо источником, либо боевым каким-то ресурсом стран НАТО, таким более полуофициальным, что ли?
Не только я дело с ними имел. Один из моих сержантов был наемник. Он взял перерыв от холодной войны в Родезии, ну, Зимбабве. Бывшая Родезия, пока еще была Родезия, там повоевал года два, потом решил вернуться в Америку и вступил обратно в ряды военные. Ну, наемники, мое мнение, там их 3 разных вида. Есть отморозки, что я называю отморозки. Это люди, которые, они не идут воевать за идеологию, они не идут воевать за деньги, они идут воевать за адреналин. И честно, я это понимаю, этот адреналин, когда жизнь висит на виске и можно погибнуть в любую секунду, адреналин сильно бьет. И сложно это заменить. Так что есть люди, которые, конечно, без этого опять жить не могут, они уже не могут обратно вступить в нормальное общество, им нужен этот адреналин. И они пойдут воевать где угодно. Они не идут за идеологией, они идут за кайф. Это полностью отмороженные люди в этом деле, у них обратного пути вот просто нет. Они с одной войны на другую будут ездить. Есть люди, которые едут за идеологией. Большинство это те, которые едут за идеологию, многие из них это вот как этот шотландский дедушка, или там этот 19-летний парень с Бургер Кинга, который там поехал. Ну, они очень часто без опыта, они едут там, ну, за какие-то идеи, им продали какую-то там миссию, вот ты будешь иметь, твоя жизнь будет иметь какое-то значение. И такие люди гибнут очень быстро. И любые, которые их получают, понимают, то, что это мясо, грубо сказать, ну, все. Это пушечное мясо, их можно забросить куда угодно, и все. И у них все равно опыта нет никакого. А есть те, которые едут за деньги, конечно. Это многие бывшие спецназ, это разные, ну не только спецназ, которые служили в разных войск тоже. Многие, я думаю, там смешаны, там, которые приехали. Проблема тут, как я вижу, со спецназ. Спецназ – это хирургические операции, это группировки, которые привыкли контролировать свое окружающее в очень узком направлении. Например, ну, если нужно там кого-то специфически убить и захватить какую-то базу, взорвать здание или взорвать там мост. Это диверсантные операции, действия, где они элита, они держат превосходство над местными войсками, даже если это профессиональные войска. Часто там эти войски позиционированы, так что можно там, знаешь, где охрана, нужно там где проникнуть. Вот такое, то, что видно, показывают в кинофильмах. Для них бросить таких войск в рядовой бой, это, конечно, это конец для них. Их все таланты, опыты и все подряд никуда не будут действовать, когда они сидят в окопе, на них, по ним работает артиллерия, по ним работает авиация, и на них едут в рядах танки, бронетранспорта и пехота, которая все стреляет. Они превращаются в легкую пехоту. Их просто размазывает полностью. Другое дело, это те, которые из рядовых частей, американских, английских, которые приехали, вот тоже там пехотинцы, танкисты, они тоже ломаются в этом случае, потому что их опыт – это в первую очередь Афганистан или Ирак, где, ну, в Ираке там была война более такая формальная, но она долго не держалась, это было уже давно, когда второе наступление было, сколько, 16 лет назад. Те, которые воюют там до сих пор, они привыкли опять, так же, как в Афганистане, воевать против партизанов. В чем это дело имеет? Да, талибы, может быть, более дисциплинированные, они стреляют куда угодно, у них, может, даже минометы, пару РПГ, но у них нет тяжелой артиллерии, у них нет контроля над воздухом, и они привыкли то, что они могут вызвать поддержку с воздуха, тяжелая артиллерия, бронетехники, а тут это и нет. И тут их бросают на уровень с противников, которые и технологически, и материально более способны, чем их сторона. И я думаю, у многих они просто психологически не готовы для этого. Им обещают, ну, что пишут в Америке, это то, что русская армия разбита. Там показывают карты, которые 10-15-дневной давности, если еще не дальше. Русская армия разбита, там бегут уже на велосипедах обратно, вот уже будет наступление на Воронеж, Москва и потом на Урал.
И все, вот приедешь, постреляешь, слава и немножко денежек заработай. И на Вообще это не едут. там неплохо платят, насколько я понимаю. Там от 1000 до 3, по-моему, тысяч долларов в день можно зарабатывать. Нет? Не знаю, сколько платит Украина, но вот могу сказать, Blackwater. Угу. Так. Программистом работал. Чуть-чуть зависли сейчас. На слове Blackwater все зависло. Да. Вот, отключили. Все, сейчас включат обратно, нормально, да, все нормально. Да. Ага. Я в одно время подал тоже свой CV в Blackwater, была проблема с деньгами, я работал программистом после армии, короткий срок, а там рынок провалился. Когда я подал, они уже только брали спецназ в то время. Вот год раньше они брали всех подряд. И хорошо, что я не попал, конечно. Потом все скандалы вышли, то, что они там творили, убийства, наркоманство, рабов там перевозили, только что они не творили. Но они платили, как американская компания, это было лет 14 назад, 15 назад. Они платили 30 тысяч в месяц долларов. 3 месяца в Ираке, 2 месяца дома и страховка. Да, 1000 в день, да. Угу. И страховка от $500 000 до $1 000 000 на жизнь. Ну да, в принципе, вполне конкурентоспособно 30 тысяч. Плюс расходов же никаких нету. То есть ты, Да. тебя ж кормят и как бы одевают. И одевают, да. Угу. А вот когда людей убивают. Так что есть такой пород, который идет на это, конечно. Ну а вот после того, как Россия применила высокоточное оружие по этим наемникам, как вы думаете, их поток прекратится или они все равно будут ехать, потому что они не знают, что происходит реально? Ну потому что мне кажется, вот тут те видео небольшие, которые мы видели, украинцы же сначала не скрывали, они до недавнего времени показывали вот эти вот результаты этих ударов, сейчас запретили. Они сейчас запретили съемки, запретили показывать, но вообще это выглядит ужасающе. Представить, кто там пережил и сколько там людей погибло, там больше, по-моему, наши сообщили о 180, но точно там сотнями это исчисляется, количество погибших. Психологически, наверное, у них изменения какие-то наступили в связи с этим, да? Ну, я думаю, да. Взрыв такой близкий, он быстро изменит понятие жизни. Ну, я думаю, все равно будут ехать. Я уже видел на разных каналах, где это обсуждают в новостях, то, что те, которые кричат, то, что вот что нам случилось, нас не выпускали, мы еле ворвались обратно в Польшу, то, что это все опять начинаются путинские тролли, это то, что врут, это русская дезинформация, что угодно на Западе, чтобы поток шел. Я думаю, пока достаточно много людей не выйдут и не начнут размещать эту информацию, поток все равно будет идти. И более наивных как раз-то все больше и больше таких будут туда идти на какую-то славу непонятную. Но можно ли сказать, что страны НАТО заинтересованы и стимулируют этот поток? Или они сами не очень рады этому, терять собственных граждан? Я не думаю, они считают очень много своих граждан, честно сказать. Это поток убирает, вначале это убирает поток ветеранов, которые часто без работы, у которых очень специфические навыки, которому государство, именно если стабильность теряется, как, скажем, мы видим, что во Франции творится, то, что в Испании, в Италии, им таких людей на свободе не нужно. Они такие... На английском называется loose cannon, непредсказуемая пушка. В какую сторону повернется, еще сам Господь только знает. Так что если они уйдут и как раз-то будут какую-то геополитическую задачу выполнять, другими руками, конечно, вот такими ветеранами, и многие из них не вернутся, и не будет плохо. Интересный подход. Интересный подход. В американской армии... Среди ветеранов, Трамп как раз говорил об этом, но никто другой не хочет говорить, статистика по самоубийству по среднему от 22 до 23 человек ежедневно. Так уже идет. Да, уже почти 200 тысяч сами собой покончили, или убили свою жену, детей сами собой покончили, всякого такое по-разному. Да, почти уже 200 тысяч за последние 15 лет. Люди сходят с ума, да, получается? Да. Там еще
многие из этих парней, они уже служили в Ираке, в Афганистане, ну, когда был Афганистан, они отслуживали от 3 до 5-6 лет. Я как раз-то должен был 2 раза поехать туда. Ну, первый раз меня перевели в Грузию военно-советником там, где, слава богу, с супругой познакомился, хорошо это вышло. А второй раз мы должны были ехать в Афганистан, готовить, как инструкторы, готовить их армию, ну, взяли другую часть. Почему-то так, ну, внутренняя политика какая-то там в армии, там решили другую часть взять, нас поставили на более поздно ротацию, и до этого я уже ушел. Но там парни, вот часть едет обратно, ну, в части нормально это на уровне бригады или батальона, а часть нельзя опять высылать на командировку на полгода, минимально полгода. Но это часть. А людей, они там, несмотря какая специальность, если второй батальон, первый батальон вернулся бригады, второй батальон готовится уехать, у них недостаточно специалистов, они просто берут с первого батальона. Эти люди могут приехать домой 2-3 недели, получить команду, их переводят во второй батальон и до свидания на еще 1 год. Ну так. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вероятно ли вступление США в прямое столкновение с Россией? Вот вы же готовились, вы говорите, обучались, а как-то все, этот самый Байден говорит, что не хотят Соединенные Штаты с Россией воевать. Чему я молюсь, конечно, Господь даст нам мир. Того я боюсь, это не начнется, как мы декларируем войну на Россию, но это начнется, давай закроем небо над Украиной. Там неимоверное давление идет сейчас. Вот Такер Карлсон, который там на факс уходит, Толса Габбард, который майор в отставке, когда такие голоса что-то говорят, на них сразу наезжают, потому что они русские диверсанты, тролли и все подряд. Сенаторы вначале, как сказать, в американском конгрессе меньше 5% ветеранов. 70% из тех, которые сидят в американском конгрессе, это адвокаты по профессии. И средний член американского парламента сидит по 30 лет плюс. Это карьера. Эти люди особо ничего не знают. Уровень развития образования среди этих людей, ну, кроме юридических сфер, очень низко. Того хакеры все могут их разыгрывать, как их разыгрывают. И когда они начинают говорить, там сейчас сильное движение, то, что вот нужно закрыть небо над Украиной, показать силу России, Россия убежит. И когда их спрашивают, а вы понимаете, это будет война? Нет, это не будет война. Это мы просто будем закрывать небо над Украиной. А как вы представляете? Ну, сбьем пару самолетов русских. Ну, и с такими людьми как дело иметь, которые не понимают, что они сами говорят. Понятно. Еще одна тема, мы ее, может быть, коротко зацепим, но потом, может быть, если вы к нам вернетесь, еще поговорим поподробнее. Вот эти вот биолаборатории, вокруг которых столько скандалов, сейчас все потешаются, значит, что это все шутки, вот какие-то там, значит, болезни, все это неправда, хотя мы знаем, что это самое, как ее зовут-то забыл, в Конгрессе на слушаниях-то было. Да, Виктория Нуланд, она признала их наличие. Вопрос такой, что теперь только непонятно, они там какие-то разные версии у всех. Одни говорят, что это какие-то советские лаборатории, они вроде как работали с Украиной, чтобы их закрыть, другие, что вроде совместные какие-то исследования, третьи говорят, что военные. Вообще эти биолаборатории, вот с вашей, исходя из вашего опыта, они к военным задачам какое-то отношение имеют? Конечно. И экономическом тоже. Один из моих близких друзей еще с детства, он, когда он поступил в армию уже как офицер, квалифицировался, он пошел в медицинский корпус, который как раз отвечает хотя бы частично за эти лаборатории. Там, как я понял от него, там целая матрикс, кто за что отвечает. Когда он переквалифицировался на IT, системы безопасности, он ушел как раз-то полковником, и потом вернулся еще как контрактник гражданский, и там работает до сих пор. Его бросали там везде.
Я с ним уже 5 лет не в контакте. Когда он уже перешел обратно как гражданское лицо, там проверяли, кто его все контакты. Ну, я вычислился, я уже не был офицером армии американской, и еще русский, и живу в России, так что, видимо, это была большая красная кнопка, лампочка, вернее. И связи мы разорвали из-за этого, с его стороны. То, что он и рассказывал, то, что я знал, то, что его бросали куда угодно. Он бесконечно был на дороге, разрабатывал системы безопасности IT и в Нигерии, там, в Кении, в Азии, в Латинской Америке, да и в лаборатории везде. Работают они, конечно, официально, когда их спрашивали, они всегда говорили, да, мы работаем на системах безопасности, вакцины против вооруженных вирусов, которые, вначале мы должны создать этот вирус, конечно, и потом мы должны разработать против него вакцину для защиты народа. Против вируса, которого до этого не было на этом уровне, теперь есть, потому что мы сами создали его. Такая круглая логика, которая, без конца работает. Если посмотрим, вот одна из самых больших лабораторий это в Грузии, и за 2 года после того, что в Грузии она открылась, африканская свиная чума, которая с Центральной Африки появилась в Европе и в Азии. До этого, намеренно дикая свинья, которая умрет за неделю, за 2 недели, это эффективно грипп смертельно, она начала бежать на север, пробежала через всю пустыню, через горы и залезла в Европу, или переплыла Средиземное море. Это, конечно, смешно, и никак такое не могло случиться. Оно появилось за 2 года после того, что американская база появилась, там, лаборатория под Тбилиси. Как прекрасно убрать главных конкурентов на свининопроизводство в Европе. Американцы – это один из их главных экспортов. А как, вот интересно, в армии, в американской, вам объясняли, зачем США вот это все делают? Зачем США? Ведь, понятно, что идет экспансия, идет военная экспансия, да, понятно, что идет работа с Грузией, с Украиной, накачивание оружием и так далее. Там ведь политработа как-то должна быть поставлена. Вот вы офицер, вы должны солдатам там или кому-то объяснить, что мы тут для того, чтобы что? Демократию продвигать, или защищать Америку, или вот что, или как бы никто вопросов не задает особо. Политработа в Америке начинается почти с детского садика. Мы приехали в Америку, я поступил в 1 класс, мне было 7,5, так, с английским мои родители послали меня в 1 класс. Каждый день встаешь, даешь клятву флагу, все время бивают в голову то, что это исключительная страна, это единственная исключительная страна, это страна, которая Божья дано человечеству, учить человечество, как жить, как правильно жить. Все мы делаем правильно. Даже интересно, среди американцев есть такой жаргон для западных европейцев. Eurotrash, европейский мусор. Так что даже если твоя жизнь ужасная, по сравнению с жизнью со всеми остальными, ты все равно живешь как король. И вот так вот все время это вбивается людям в голову. Все герои – это Америка. И вот так вот. И на всех уровнях это вбивается. И особо даже многие не спрашивают, почему, что и где. Они на картах не могут найти Россию, не могут найти там Украину и большинство других стран. После 20 лет, почти 20 лет в войне в Афганистане, если мне гадать, я бы сказал, 95% населения не может найти Афганистан на карте. Вот такой уровень образования. Что особо много рассказывать не нужно. Уровень образования ужасный. Я прошел школьную систему в 80-х годах. Она была слабее советской системы, но не намного. Моя старшая дочь ходила в частную школу католическую, которая снимала здание от нашего православного храма. И там были стандарты 60-х годов. И в 60-х годах Америка имела очень высокий уровень школьного образования. То, что сейчас, один пример, вот статистика была из Чикаго в прошлом году, где сказали, по статистике в Чикаго 23% школьников закончили школу.
Не на пятерке закончили школу, а просто закончили. В принципе закончили. В принципе закончили школу. Вот это поворот. Уровень образования ужасный. Читать люди особо не читают. Ну, дальше газет или что. Газеты все распечатывают абсолютно то же самое по иностранным новостям. В среднем городе одна газета продается, того городка. Местные новости, да, местные новости, они как, ну, что есть, то есть по местным. А иностранные новости, они покупают статьи от Reuters, по главному от Reuters, и можно подобрать 20-30 разных статей, газет с разных краев Америки, и просто слово в слово все там также написано. Они просто копируют и прикрепляют в свою газету, там, копи-пейст, и все. И вот абсолютно тот же самый источник, тот же самый рассказы. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, это немножко по-другому, Wall Street Journal, они отдельные газеты, ну, опять, большинство людей их не читают в Америке. А то, что читает, это спорт, это местные там рынки, все такое, местные новости. Так что, нет, большинство людей ничего не понимает и не интересуется в этом особо. Станислав, а вот если есть ли разделение в базовом школьном образовании? То есть есть ли какие-то школы, в которые трудно попасть, которые, не знаю, там для спецконтингента, или приблизительно все одинаково? Ну, частная школа-то есть, конечно. Ну, не говоря о частных школах, да, есть, конечно, есть. Как я понимаю, их стало уже гораздо меньше, но они есть. Вот моя дочь в католической частной школе, которую она ходила, все шло великолепно, пока директор не украл $500 000 и скатился. Оказывается, это второй раз он это сделал, просто первый раз на другой стороне Америки, и каждый штат по-разному, никто не проверял. Простите, это очень смешно, конечно. Да. Бедные учителя, которым 3 месяца зарплаты не давали, и он их грозил со своими адвокатами, то, что он просто уничтожит их карьеру. Ну, потом скатился со всеми деньгами, люди все потеряли, то, что они заплатили. А частные школы в Америке, ну, если хочешь хорошее образование для детей, да, это частная школа. Но частные школы в Америке, это по среднему от 500 до $3000 за каждого ребенка ежемесячно. Средний американец просто такие деньги никогда не сможет вкладывать в своего ребенка. Католические школы, именно которые церковные, они дают сколько-то мест для бедных семей, ну, и собирают остальные деньги там или от церкви, или от тех, которые платят. Ну, для простого человека, конечно, частная школа, ну, если один ребенок, может быть, если нормальная работа, как-то все можно жертвовать на это образование. Если больше, чем один ребенок, ну, это никак. Средняя семья не может потянуть. Среди государственных школ есть более высокие школы. Вот моя дочь старшая, мы ее перевели в charter school, называется, это было West Houston Charter School, которая была в пригороде Керри. В то время мы в Хьюстоне проживали. И это школа, которую она выбирала, кого она принимает, кого не принимает. И вот в 8 классе, чтобы понять, какой уровень все равно-то, в 8 классе моя дочь закончила математику на уровне 9 класса. Там 12 классов. Когда мы переехали обратно, она поступила, мы ее обратно в 8 класс послали, потому что она никак не сдала бы экзамены и все. С русским у нее было очень слабо. Я понимал разницу уровня. Мы ее готовили, но все равно. 9 класс, конечно, 9 класс математики в Америке – это начало 6 класса в России. Так что вот на таком уровне разница. Наука в Америке до 10 класса, наука идет такая общая наука. Немножко всего. Потом в 10 классе идет биология. В 11 классе идет химия. И половина этого года просто готовится на сдачу экзаменов. И для тех более талантливых, умных, я один из них, есть физика в 12 классе. И вот, все это, вот это вся учеба, например. География особо не идет. Немножко там так играется с этим предметом, ну, не особо сильно. История такая, ну, история, которую преподают, большинство это мифы и легенды такие. Глубоко никто никуда не лезет, и на точке, как уничтожение индейцев или рабство и все такое, достаточно быстро это все проходит. Особо глубоко не вступает в этом, ну, это такие неудобные темы.
И вот так вот есть образование. А вот все эти вот там, не знаю, Буши, Обамы, Кеннеди и прочие, у них дети учатся в каких-то частных дорогих специальных школах, да, закрытых? Абсолютно, абсолютно, Ну, конечно. конечно, как ты думал. Слушайте, я по поводу вот того, что вы говорите, по поводу воспитания патриотизма, я, кстати, вот, ну, я много бывал в США и работал в американской компании, да и вообще как-то так много раз бывал. И я не обращал внимания, действительно, а потом как-то просто стал присматриваться вокруг. То ли это там война какая-то была в Ираке, то ли в Афганистане. И начал понимать, что везде, везде, вот из каждого утюга идет пропаганда. Просто даже внимания не обращаешь. Ну, например, приходишь там пивка выпить, там, значит, у них Budweiser, специальные какие-то штуки, там, поддержим наших героев. Ну, просто там такой этот самый мерчендайзинг такой висит в баре. С флагами все. А если идешь, например, на футбольный матч, там, по американскому футболу, какой-то большой матч, то обязательно там, значит, военные выносят. Если финал какой-то там, или даже важный матч, там, самолеты могут пролететь. Я был на матче, вдруг ни с того ни с сего, там, раз, истребители пролетели. То есть, обычно, это даже не супербол никакой, просто обычная была история. И вот это вот абсолютно везде. То есть, действительно, реклама постоянно идет. Все видели вот этот замечательный ролик, когда военные в аэропорту, да, там прилетают откуда-то, и весь аэропорт встает и начинает аплодировать. Потом украинцы такое же снимали. И ведь действительно, наверное, никто не отдает себе отчета, какие они там, чего они там где защищают. Ну, далеко вроде, где-то там черт знает где. Вот. И я помню тоже, да, кстати, на Суперболе мы были, приехали раньше со съемочной группой, я там был с российской. И мы приехали раньше, там, за часа два до начала матча. Стадион еще полупустой, люди только собираются. И, значит, как могут, вот эти вот шоу, там, они развлекают зрителей, там, что-то рассказывают. И вдруг они видят, два сидят солдатика каких-то таких зачуханных, в кепочках, значит. Им там, видимо, билеты какие-то дали. И огромный этот 100-тысячный стадион. Они на них прожектор, значит. Наши герои, там, их на экран, значит, выводят. Вот, значит, наши men and women in uniform. Они, значит, нас тут защищают все. И эти два, я не знаю, но у нас бы это какие-то из стройбата были бы какие-то два, значит, сидят несчастные. Вот, на них столько внимания. Но действительно, это реально везде. Везде, везде, везде. Просто, ну, как-то, ну, да, так думаешь. Я просто представляю, у нас бы такое было. Все бы сказали, да вы что, с ума сошли, что ли? Что это вообще за реваншизм с милитаризмом? У нас такого вот близко нет. Это, кстати, действительно, вот вы говорите, политработа. Она же действительно там везде. Везде абсолютно. И причем очень грамотно. И совершенно никто не стесняется. Наоборот, она такая, она напористая такая, хорошая. Могу сказать, вот еще к этому. Вначале они связывают эгоизм человека с эгоизмом страной. В том, что если страна не права, тогда я не прав. Я не люблю, что я не прав. И люди психологически, они не хотят признать, ну, я все время верил не в правду, нет. Лучше просто буду верить, как я верю. До сих пор там, вот, мы боремся против коммунизма, многие там верят, что в России еще коммунизм. И немецкий друг мой мне говорил, что его все время спрашивают, а кто у вас там в Германии? Айдольф какой-то там сидит, ну, на таком уровне. Ну, могу сказать, что меня поразило, когда мы только вернулись в Россию. Вот пошли на первый звонок. Как раз в Америке нету первого звонка. В Америке первый звонок в школе – это именно звонок, то, что школа началась. Последний звонок – это звонок, школа закончила. Все, никаких таких программ нет, ничего такого нет. Просто пришли, сели в класс, и вот начинается. Ну, вот пошли на первый звонок и играют гимн. Родители разговаривают, крутятся, дети разговаривают, крутятся. Там по физиономии, по зубам дали бы за такое. Был огромный скандал с Обамой, когда Обама когда шла вот эта вот клятва флагу, или это гимн играли. Все, которые в форме, должны давать честь, и все остальные кладут руку на сердце. Вот. И Обама положил руку на сердце. И этот скандал шел не сердцами. Он вообще не американец, он предатель, посмотри на него. Он коммунист, потому что он руку на сердце не положил. Он того. Коммунизм для них это, они не понимают экономическая система, они это понимают как это зло. Зло, да, вот зло. Можно всех это синоним зла, да, что там, все понятно. Да, да, ну проникает абсолютно все. Абсолютно все проникает. Ну, это как и есть.
Это американская система. К нам в школу приходили, в каждой школе есть кафедра военная для одной ветки или другой. Готовят добровольных студентов, конечно, все добровольно, школьников, извиняюсь, школьников для службы в армии. Как только им 17, сейчас уже 18 лет, раньше от 17 лет брали. В армии, в флот, к нам приходили рекрутеры в школу, давали нам всем экзамены, чтобы проверить, на каком уровне кто. Потом активно вербовали школьников в школе, чтобы подписались на военную службу. Нормальная вещь там, абсолютно нормальная вещь. Говори. Звук. Да, я звук забыл включить. У нас тут просто внезапно отвалился один гость, и нам выпало счастье с вами еще 15-20 минут пообщаться, если вы не против. Нормально? Не против? Да, слушайте, а вот смотрите, вот очень много сейчас обсуждения того, как российская армия ведет эту специальную операцию на Украине, что старается максимально беречь мирных жителей, максимально, в общем, не наносить удары исключительно по военным объектам. И зачастую идет сравнение с действиями военными в том же Ираке со стороны армии США, что там другие принципы. Там просто ковровая бомбардировка, уничтожение всего живого, а потом уже техника заходит, а потом уже люди. Но вы можете это как-то прокомментировать? Действительно это так? Про наших понятно, там все видно, а вот про тактику армии США, вот, например, в том же Ираке, да, там, когда была буря в пустыне. Можно ли сказать, что там действительно просто сносилось все, а дальше уже там смотрели, кто остался? Конечно, конечно. Нас готовили, когда тренировались, контакт с снайпером, например. Вот прекрасный пример. Контакт с снайпером. Снайпер открыл огонь. Вначале, конечно, нужно идентифицировать, откуда снайпер примерно стреляет. Потом срываешь контакт, это значит отступаешь, открываешь ту позицию с огнем и отступаешь. И вызываешь артиллерию. Все уничтожаешь, как можешь, а потом идешь вперед опять. Потому что если этот снайпер сидит в жилом доме, все, от этого по домам просто ничего не остается. И неважно, кто там в этом доме. Это стандарт, как готовили. Так же, как готовили и учили такое понятие double tap. Двойной удар. Что это значит? Когда бой идет, когда бой кончается, если раненые противники, и они уже не принимают участие в бой, по конвенции их нужно лечить, за ними нужно ухаживать. Разоружить, конечно, потом бинтами замотать, эвакуировать лазарет. Все с ними по цивильно. Цивильно с ними нужно общаться. И работать с ними, даже если у тебя свои раненые, и противник ранен, и он хуже, тяжелее ранен, тогда он идет впереди очереди по тем конвенциям, которые Америка подписала. Как нас учили. Если язык не нужен, бой идет, всех 2 раза в голову стреляешь. Тогда не нужно никого лечить, никого пленных не нужно кормить. Все, просто всех убиваешь. Следующее. И вот так вот всегда учились с самого начала, как курсанты, и так полагается. Уничтоженный противник – это меньше заботы. Трофим, ты глянь, может быть, там вопросы у нас есть платные. Хочу напомнить, что если кто хочет задать вопросы, поддержать работу нашего канала, то это можно сделать в Donation Alerts. Трофим бдительно следит за появляющимися вопросами. Станислав, слушайте, а вот еще такая тоже есть у нас версия, не знаю как. Во всяком случае, я читал, я, конечно, не специалист и в горячих точках не бывал, но вот, например, читал я, как требовалось действовать от советских военнослужащих в Афганистане. То есть, прежде чем открыть огонь по неизвестному противнику при зачистке кишлака и так далее, должен убедиться, что этот противник представляет тебе угрозу, что это ни в коем случае не мирный житель, что тебе там не показалось. То есть, надо проверить, что он вооружен и так далее. Только потом, его пытаться ликвидировать. Я слышал другое об американских принципах действия в Ираке в том же,
что там как раз люди проходили психологическую подготовку, что при малейшей опасности, неважно, кто перед тобой, все равно стреляй, там разберемся. Вот можете это прокомментировать или нет? Я не знаю, как сейчас в российской армии, не знаю, как в реальных боевых действиях, наверное, там все вообще иначе, но тем не менее, вот может ли быть какая-то такая разница, или это все искусственно придуманные вещи? Ну, на бумаге и то, что адвокаты пишут, конечно, они пишут более красивый мир, чем в боях. Да, и когда у американцев тоже, там не было, конечно, разрешения просто всех стрелять. Такого не было и никогда не будет. И даже если оно действует так, оно все равно никогда на бумаге не будет. Команда, конечно, всегда вычислять, если есть там гражданские лица, если по-настоящему там угроза. Но когда бой начинается, и именно еще такой партизанский бой, именно если менее опытные солдаты, ну, огонь начинается идти по всем сторонам. И рисковать особо никто не будет, своей жизни жертвовать. Именно еще, когда это какие-то инопленцы, чужие абсолютно люди, не похожи на тебя, культура другая. Шансы то, что солдат, именно когда это не защищаешь, там освобождаешь своих, там, например. А когда завоевываешь или там вообще оккупация проводится, как в Ираке, вряд ли особо будут тормозить. Ну, кто-то там стреляет около детей, будешь все стрелять подряд. Ну, если будешь пытаться, может быть, не попасть, ну, попадешь, это тоже так. Конечно, это стресс солдатам тоже создает. Почему уровень самоубийства такой высокий? Чего наркоманство такое высокое среди распространенное так уровень наркоманства такие высокие среди ветеранов Америки. Ну, это тоже действует на многих. Детей убивали, женщин убивали. И солдаты, может, они не особо думали о том, что чего мы туда едем, или верили в пропаганду. Ну, когда уже там на месте, много времени подумать о том, что делаешь, вопросы некие начинаются подниматься. Ну, опять, это все вливается в эту ужасную статистику, где, например, 22 человека каждый день само собой поканчивают. Именно из прослойки военных ветеранов и военных. Ну, большинство это военные ветераны. И часто они еще чувствуют себя брошенные. В то же самое время признать то, что у тебя психологические травмы, если это вписывается в досье, это закрывает очень много дверей на будущие работы, на будущие возможности. Потому что многие, они не пойдут, категорически не пойдут, потому что они боятся, что это оружие нельзя владеть, что право каждого американца. А на работу в полицию тебя не возьмут, в которой идут очень много пехотинцев, что и создает проблемы в полиции, потому что, как я слышал от мужиков, с которыми я служил, последние 1,5 года, вот когда я служил инструктором, я был в резерве. Так что мы каждый месяц работали в академии, и половина лета. Ну, каждый месяц там на 3-4 дня. И среди них, других инструкторов, было очень много полицейских. И тоже они, так как они говорят, и полицейских, которых я знал в гражданском мире уже, которые тоже служили, я иду патрулировать свой сектор. Ну, какой сектор? Ну, патрулировать сектор, ты идешь патрулировать те поселки, в которых в твоем ответственности, полицейские, твои же люди. Ну, опять, они вышли там 3-4 года. Да, менталитет у него, что он в афганском кишлаке там находится. Правильно. И каждый противник, возможно, там враг какой-то, который может быть вооружен. Но это переходит, это такое не уходит. После Бознии я 5 лет чувствовал вес моего автомата в руках и на плече, потому что каждый день везде ходил с автоматом. И все время скучал по автомату. Первые полгода просто искал автомат, каждый раз куда-то выходил. Где мой автомат? Пистолет-автомат, вот оружие офицера. Ну, где они? Вот так вот. Это все остается, конечно. А когда это переходит в полицию, ну, что сказать, это тоже действует, конечно, имеет такой эффект, почему часто стреляют, готовы стрелять. Ну, опять. То есть вот то, что мы видим регулярно там в клипах в Ютубе, ну, раньше видели, сейчас это подтирать стали, кстати, активно, когда полиция реагирует на любую агрессию в свой адрес практически сразу выстрелами. Ну, если это агрессия с оружием, например, с ножом или с огнестрельным оружием, или с чем-то, что похоже на оружие, это все связано именно с этим, да, в основном? Часть, потому что
тренировка, вот курс молодого бойца, если можно это назвать так, курс молодого полицейского превратилась в курс молодого бойца, именно для штатных полиций. Нужно помнить, в Америке очень много разных полицейских организаций, разные уровни, они по разным матриксам. Это не как у нас тут или в Германии есть Министерство внутренних дел, все полицейские это часть Министерства внутренних дел. Нет, там, вот, например, город Ралли, где я раньше жил, где мой институт был. Город Ралли. Вот есть штатная полиция, это полиция штата Северная Каролина, это типа как ФСБ, FBI, только на уровне штата. Есть ГБДД, State Patrol, они ездят только и патрулируют только главные трассы. Есть шериф, который и его deputies, которые отвечают за район. Есть городская полиция. Так как это была столица, есть полиция, столичная полиция, которая только в середине столицы. И отвечает за государственные здания, там в самой середине. В моем институте была университетная полиция. Даже у почтовой службы в Америке есть своя полиция. Там очень много разных организаций полиции. И вот штатная полиция, их курс молодого полицейского, такая академия, превратилась в реально курс молодого бойца. Это уже такой утилитет. Знаешь, как солдат, если ко мне лезет гражданское лицо какое-то еще чужой страны и начинает агрессивно себя вести, ну, первая реакция солдата это будет дать ему в лицо автоматом. Все, на свое место, отступай. Это не как полицейский должен себя вести, конечно. Да. Это боевая зона, но когда учат более-менее то же самое, ну, такие результаты. А часть тоже... Но почему американские полицейские такие накачанные? Среди полицейских эпидемия еще гормонов, вот тестостерон, они качают тестостерон, чтобы накачаться еще больше, чем нормально. Но одна проблема, побочный эффект тестостерона – это повышенный уровень агрессии. Злые становятся, да. У меня 3 вопроса тут есть от зрителей, от наших в Donation Alert. Сейчас они пришли. Спасибо, Петр, что напомнил. Потому что что-то сегодня тишина была, все заслушались, я так подозреваю. Очень интересно, да. Я, кстати, бывал в Северной Каролине, только не в Ралли, а в Ричмонде. Ричмонд это Вирджиния. Вирджиния, подождите. А в Северной Каролине нет. Я был в этом, как он называется, Шарлотт. В Северной Каролине. Да, вот Шарлотт. Школу закончил в Шарлотте. Серьезно? Там даже, может быть, вы знаете, там был небольшой городок, там мой друг жил, назывался Моргантон. Да, конечно. Вот. Хорошо, мы там время проводили. Ну ладно. Наш зритель, сотрудник правоохранительных органов под названием «Добрый опер», отправляет нам 100 рублей на всякие наши благотворительные дела и пишет: лингвистический вопрос, который давно мучает к Станиславу. Как много лет прожившему в США? По-английски Россия – это Раша, а созвучное слово «раш» – безумство. Не звучит ли наша страна для американцев как страна безумцев или как-то аналогично? Нет, это совершенно со словами никак не совпадает. Ну, раш это не безумство. Это не безумство, это скорее лихорадка, там что-нибудь такое, спешка какая-нибудь. Вот это спешка. А Раша, стереотипы с России, конечно, какие? На любых мультиках, на что угодно. Что показывают? Если показывают Россию, это зима. У нас вечная зима. Когда друзьям объясняют, что у нас и субтропика есть, и пальмы растут, и бананы можно там, банановые пальмы, как в Анапе там растут. Я знаю, потому что в Техасе у нас они тоже были. Декоративные, конечно. То, что такое растет, и на меня смотрят, как у меня вообще крыша уехала. Как это там субтропика. Вот так вот субтропика. Для них у нас мерзлота бесконечная. Опять вот это стереотип, все пьяные над водкой, все своим калашником, с медведем. Вот реально это толкается. В кинофильмах, в детских мультиках. Если Россия, это там какие-то там деревенщина, это какие-то там, если это детское, конечно, алкоголь там не показывают, если взрослые, конечно, алкоголики, может, добрые алкоголики, может, злые, алкаши. Тотальные алкаши. Когда была холодная война по этой теме как раз-то, русских женщин показывали как большие, огромные, грязные бабы.
редко, когда американский журналист попадал в какую-то советскую деревню, но когда он попадал, они находили самую там толстую, самую грязную, бедную, которую могли, снимали какой-то клип с ней, и это представлялось как средняя русская женщина. Вот. Когда холодная война закончилась, и русские женщины начали выезжать, и поняли, что русские женщины вообще-то самые красивые, стереотип в этом случае поменялся. Шлюхи, трудно сказать. Понятно. И одно, так другое. Да. Так, еще один вопрос, но я чуть-чуть его обобщу. Чуть-чуть обобщу. Слава Биг у нас тоже отправляет 100 рублей, пишет, задает вопрос про пытки, а я бы его пошире бы задал, про военнопленных в принципе, да, то есть то, что происходит в странах, ну там в Афганистане, в Ираке и прочее, да, военнопленные в стереотипе нашем в России это Гуантанамо, и дальше там паяльник во все... Да, паяльник во все места и, в общем, запытать насмерть. Что происходит с военнопленными и как вообще это все происходит? Ну, много сказать на это я не могу, потому что я сам с этим делом не имел никакие связи. Так как это их... Могу. Это с Вьетнама, это от одного из моих профессоров. Я сам лично, конечно, как рядовой офицер и в штабе я с этим дела не имел. И если что, это передавалось, если пленные попадали, они передавались в руки разведки. Военная military intelligence, они их забирали, и это уже другое дело. И мы не спрашиваем, и мы не знаем. Но у меня был мой второй диплом компьютерная наука. И тема была, как находить память, как алгоритм должен выяснять, какая память уже не нужна, какая память нужна. Ну, у меня были проблемы в этом курсе, я пошел к своему профессору. Мой профессор пошел к его офису, как-то сели, он начал мне объяснять, он на меня смотрит, а профессор, он, как я узнал, он ветеран Вьетнама. Он мне рассказывает, вначале он готовился быть лейтенантом-пехотинцем, он сказал, к ним пришли люди, сказали, нам нужны люди для разведки, сразу же будешь штабный сержант, ну, не будешь офицер, ну, будешь в разведке. Он сказал, он посчитал шансы выжить гораздо лучше в разведке, чем в пехоте в Вьетнаме, в джунгли. Ну, он пошел на это. И потом мне рассказывал. Вот типа как с памяти. Как нужно выяснить, кто что знает и что нужно оставить. Он говорит, вот мы брали 4 вьетнамца. Один, который знает много, и мы знаем то, что он знает много, но он не хочет говорить. Ну, офицер, например. Вьетканга или там Вьетмена, ну, офицер. Один, который сколько-то знает. И двое, которые легкие, там ничего не знают. И мы знаем, они ничего не знают. Поднимаем их на вертолете. 3000 метров. Подняли, 3000 футов, 1000 метров. Поднялись, берем одного из которых ничего не знает, просто выбрасываем его сразу же. Обращаемся к третьим, к остальным. Так, начинаем говорить. Что вы знаете? Ну, начинаем, конечно, он говорит, начинаем с тем, который мы знаем, ничего не знает. Он начинает что-то говорить, что-то пытается, как-то спасти свою жизнь. Мы знаем, что он ничего не знает, и выбрасываем его тоже. Потом подходим к третьему, который что-то знает, и начинает что-то говорить, и начинает что-то рассказывать впереди этого главного, которого мы хотим сломать. И он начинает нам рассказывать что-то то, мы все равно его бьем, говорим, что это недостаточно, и выбрасываем его из вертолета. И потом доходим до четвертого, который уже ломается психологически, при этом всем уже ломается. Ну, большинство так. И с этим мы уже его обработали. И потом вернемся обратно на базу и начинаем его обрабатывать дополнительно. Это такой рассказ он мне рассказал. Конечно, вот такое впечатление, конечно, ты военный, ты сможешь это понять. И вот такой мне рассказ рассказал с Вьетнама. Делают это, до сих пор не делают, я не знаю, не могу сказать. Вот такое было. Очень интересно. Станислав, спасибо вам огромное. Мы будем вас звать еще, если вы не против. Вот, если у вас найдется время, всегда, может быть, прокомментировать какие-то текущие события, тем более, что мы так поверхностно по многим темам поговорили, но уникальный опыт, большое вам спасибо, что нашли время, очень круто. Спасибо. И вот Ольга к нам присоединяется, как раз представительница тех самых вот этих вот женщин ужасных, толстых и грязных, и немытых, которые
Да, не знаю, смотрит ли нас сейчас кто-нибудь в США, но вот они, наверное, не такими представляли русских женщин во времена Холодной войны. Вы знаете, что я на работе в своих корпоративных цветах на РТ, так что называется. Станислав, спасибо огромное вам.